Семку. Ты чё смотришь? Собственно, Я тебя не закрепляюсь в боюсь, ваших рекомендуемых видео на ютубе. И о чем будет видео? О том, как себе собрать вот такой урон. 600, да? Вот такой. И вообще вот такой. 3000 урона. Как сделать так, чтобы в Скайриме лук наносил 3000 урона? Но это вопрос комплексный, и мои попытки объяснить это в текстовом виде в чате, сомневаюсь, что увенчались успехом. Поэтому попытаемся наглядно и по порядку. Навыки. Навыки тут, по сути, вот все на урон и ремесло. Вот этот навык обязательно и вот этот. Остальное все, ну, фактически это удобство. Замедление времени. Возможность поднимать с трупа больше стрел полезно, когда там дракониями уже стреляешь. А так, в принципе, только вот два навыка из этой ветки стрельбы. Скрытность. Ну, максимальная скрытность. И утроенный урон со стрелковой атаки. Остальное все, опять же, чтобы нас труднее было заметить. Ну и, собственно, ремесло. Этот навык на силу алхимии, в принципе, да, влияет. Провизор. Важно. Вот это переходной, но в принципе тоже там для зелий, там, допустим, может быть полезен. Зачарование. Удвоенное зачарование. Это переходной навык, но он тоже очень полезный. Переходной навык. И этот очень классный, потому что он позволяет, ну, очевидно, докинуть еще один бонус на броню. Кузнечное дело. Тут, по сути, важно добраться до драконьих доспехов. Ну и кузнец волшебник обязательно, чтобы можно было улучшать оружие, когда ты его уже зачаровал. Снаряжение. Ну, так как на легенде вот зачарование не особо много урона наносит, как и магия. Я предпочел оружию дать контроль и возможность заряжать камни душ, чтобы на зарядке экономить. Ну, очевидно, драконий лук, драконьи стрелы и арбалет. И две мирские болты, чтобы выносить тяжело бронированных целей. Броня, в принципе, может быть любая, но рекомендую, чтобы она была легкой по классу. Очень важно, чтобы был усилен навык лука, стрельбы и скрытности. Чтобы мы могли наваливать вот этот усиленный урон из-под тишка, при этом не рискуя быть раскрытыми. Конечно, в определенный момент, если вы любите там ходить с компаньонами, вам их придется оставлять, потому что они будут привлекать внимание, и враги перестанут получать от вас скрытый урон. Но все остальное это, по сути, вот тут только лук, а вот на дополнительный слот я не смог поставить скрытность. Ставите что хотите. Можно взлом. Вот тут переносимый вес я поставил, например, тут здоровье, навык брони. То есть, в принципе, можете поставить себе лук, скрытность и навык легкой брони. Но опять же важно, чтобы у вас легкая броня, вот класс брони не превышал где-то 572 там ограничение. И у меня уже больше максимального класса брони. Ну, который работает реально. Так, у меня 660, это уже избыток. Для крафта нам понадобится колец, ожерелий. Я вот себе немножко поднабрал. Если мы хотим себе создать что-то типа вот такого вот. Вот эти цифры, это по сути максимальные цифры, которые можно достичь без необходимости прибегания к гличу на восстановление. Ну, на школу восстановления оно позволяет технически дойти до значения бесконечности, и в принципе оно убивает вообще какой-либо смысл в игре, как мне кажется. Ну а тут такие вот разумные рамки ограничения все равно остаются, даже если ваш персонаж очень сильный будет. Ну и попробую это все
разогнать, чтобы у нас был такой же крафт набор. И чтобы у нас снаряжение было по силе такое вот. Наверное, легкую броню я себе скрафчу какую-нибудь попроще, чтобы не париться, потому что вот эти драконьи куски, они очень тяжелые. Итак, у нас цикл такой. Сначала мы разгоняем зачарование, и для этого нам понадобится алхимия. Ну, начинаем с алхимии. Нам нужно зелье на зачарование. Ну, допустим, вот этих штук можно набрать. Пробуем. Да уж, пока слабенько так, всего 15%. В конечном итоге у нас будет 29-32% где-то. Зелье, по-моему, 32%. Так, создаем снаряжение, которое будем зачаровывать. Своего. Мне это нравится. Если хочешь чего прикупить, полетели к нашему другу Фарингару и будем сейчас зачаровывать. В этом случае, в принципе, нет смысла накидывать нам зачарование на кузнечное дело, потому что мы пока что будем прокачивать именно наши приметы на зачарование и алхимию. Ну, зелье усилять. Но в конечном итоге мы накинем 2 зачарования на снаряжение. Это алхимия плюс кузнечное дело. Но пока что только будет алхимия. Зачарованием усилить зачарование, очевидно, нельзя, как и алхимии. Ну, вы поняли. Выпиваем наше зелье зачарования новичка. Но в принципе можно в этом случае даже докупить у алхимика готовое, чтобы немножко сократить количество проделываемых шагов. Плюс 15. Только великий камень душ должен быть. Никаких там попроще. Иначе просто спалите зря вещи себе. Боги улыбаются тебе, друг. Алхимия. Блин, не успел. Да, тут очень важна ловкость рук или запастись большим количеством зелий. Вот я не успел на последнее. Но в принципе это уже неплохо. У нас максимальный лимит это 29. В драконьем пределе, чтобы поболтать о войне, подобно прочим великим воинам. Так. Было у нас 15%. Сейчас В смотрим. последнее время все только 30. толкуют об этом идиотском конфликте. То есть, в принципе, мы уже очень близки к Я цели. лично предпочитаю книги и заклинания. Надо сделать еще второй круг. Это получается, нужно добавить новую бижутерию, новые наручи, новый шлемак. Бижутерии пока что навалом, поэтому можно не заморачиваться по этому поводу. Ну, разумным ходом будет все-таки сохраняться перед зачарованием, если вы вдруг не успеете полностью все зачаровать. Наручи, шлем, ожерелье, кольцо. Вот теперь было 15%, скачок до 30%. Благодаря нашему снаряжению на зачарование. Погнали. Так, предмет. Наручи, алхимия. Создать, да.
Шлем. Алхимия. Создать. Ожерелье. Алхимия. Создать. Кольцо. Алхимия. Успел. Yes. Где оно тут у меня спряталось? Нет, нет. Оп. Оп. Уже зелье сильнее на 28%. 28 умножить на 4. Мы уже близки к этому, к нашему пределу. Погляди. Знаешь, раз у тебя есть способности, советую посетить коллегию магов в Винтерхолде. О, вот, наконец-то. %, это мы уже достигли предела. Ну как, опять же, со школой восстановления можно себе разогнать ее покруче. Но это уже считается как глич. А вот этот метод, он выше вот 32% не позволит прокачаться, хотя раньше позволял. Потом это пофиксили, но все равно вот глич остался. Так, сейчас для сверочки буквально. У меня есть запас вот этих зелий на крафт. Искусство. Зачарование. И здесь у меня зачарование 32. Кузнечное дело. Ну, кузнечное дело должно быть 130, получается, а вот зачарование 32. Ну, искусство лучника тоже 130% тоже должно быть. Оно. Угу. Кузнечное дело тоже. По-моему, нужно еще сделать кружочек по снаряжению, потому что нам немножко тут не хватает 3% для перфекционизма, так сказать. То есть все-таки желательно, чтобы было 29% на снаряжении. Не полениться сделать еще кружочек. А вот и наш набор алхимика. Смотрим. Ну тут 32 как было, так и осталось. Кузнечное дело 130. Отлично. Делаем снаряжение на зачарование плюс кузнечное дело, потому что у нас в данный момент только зелье, а поверх второе зачарование уже не кинешь, надо изначально крафтить. Так, поехали.
А, ботинки вообще получаются бесполезны. Совершенно забыл. Еще зелье из зачарования доделаю. Так, по идее, это должно быть все. Все, идем крафтить. Драконий лук. И опять сделаю кожаную броню, потому что, на самом Мне деле, это нравится. крафтить драконию это будет очень долго из-за веса. То есть он это разгружать, загружать, это время займет. Так, кожаная. Если хочешь чего прикупить, у меня есть тут пара вещиц. И внутри еще побольше. Вот такой вот уже довольно высокий класс брони. 349. Можно его догнать с помощью повышения навыка легкой брони зачарования. И будет не хуже даже той же драконьей брони. А оружие, кстати, вот 230, 230. Разница только в зачаровании. Сложная часть. Ты в драконьем Это пределе, заточить чтобы- правильно снаряжение. Тут уже вот не так все прямолинейно. Где-то есть скрытность, где-то есть лук, где-то нет. Где-то есть и то, и другое. И желательно не выпить литр зелий за все это время. У меня, конечно, большой запас этих зелий, но опять же, пока ты в стадии развития персонажа, у тебя может быть их не так-то много. Но что стоит держать в уме, это то, что лук и скрытность это должно быть в приоритете. Остальное, в принципе, как хотите. Бал- Тут я предпочитаю захват душ и паралич. Как я говорил, тут уже зачарование на урон особо ни на что не влияют. Поэтому можно хотя бы поставить себе контроль. О, секунду, а что-то тут не так. Это ж зелье уже прошло, серьезно, пока я тут непорядок. 30 секунд. Так, тут можно взять повышение здоровья и легкую броню, в принципе. Так, я еще раз зелье выпью, потому что это...
Можно не успеть и испортить себе шмотку. Опять слетело, ну. Тут очень важна ловкость рук, или придется, как я, выпивать кучу зелий. Вот у меня 47% бонус с зельем, а без уже 40. Ну вот, самое приоритетное это лук, а на самом деле второе можно что угодно ставить. Сапоги. Ну, переносимый вес, потому что у меня в инвентаре много мусора. Мой выбор второстепенного зачарования для ботинок. Ну, я думаю, вы поверите мне, если я скажу, что эти луки идентичны. Тут разницы нет, что я надену. Смотрим. 660. Как если бы я носил драконью броню. Тоже 660. Ну, то есть, по сути, имеем кожаную броню, которая дает меньше брони, но по эффектам предлагает то же самое, что и вот это вот драконья. Оружие у нас одинаковое. То есть, по сути, делая вот эти все шаги, вы сможете сделать себе точно такое же снаряжение. Так. Так, и пройдемся быстренько по бафам. Лучник. Ярость. Ну и вот дамаг, как был в начале видео. Четырехзначное значение. Успешно скосплеили наш билд. Ну, не скосплеили, а, наверное, будет точнее, скопировали. Вот растяпа! Помогите! Умри! Я убью тебя! Это будет зрелище! Что ты делаешь? Какая
Всем ББ.